Всем привет! Сегодня пеку хлеб на закваске и делюсь с вами рецептом. Этот хлеб получается очень красивый, с румяной корочкой. Румяная корочка очень хрустящая, а внутри у этого хлеба вкусный мягкий мякиш. Такой хлеб долго остается мягким, он не черствеет и не сохнет. Посмотрите, какой у него красивый мякиш. Рецепт достаточно простой, но в приготовлении у хлеба на закваске есть определенные нюансы, которыми я сегодня поделюсь. Для приготовления хлеба нам, конечно же, понадобится закваска. Закваску я достала вчера вечером и уже покормила ее 3 раза. Вот до резиночки это столько, сколько у меня было. И вот все, что вы видите сверху, это то, как она поднялась. Покормила я ее 3 раза, и сейчас на утро она у меня стала активна и готова к использованию. Для приготовления хлеба нам обязательно понадобятся кухонные весы, потому что граммовка очень важна. На одну достаточно большую булку хлеба нам понадобится 350 мл очень теплой воды. Прям пальчик опускаете, чтобы пальчику было очень хорошо, тепло и комфортно. Сюда же в теплую воду я добавляю закваску. Общее количество закваски 110 грамм. Уже основываясь на свой опыт, могу сказать, что в этом рецепте очень важно следовать именно граммовке. Иногда я раньше делала там чуть больше закваски, чуть меньше закваски, немножко нарушая пропорции, и результат всегда был неконсистентный, непостоянный, и не всегда хлеб получался. Обратите внимание на закваску. Закваска активная, всегда плавает на поверхности, как такое небольшое облачко. Она не должна оседать на донышко до тех пор, пока вы ее не перемешаете. Вот таким образом. Кстати, когда перемешиваете все ингредиенты, всегда не забывайте снимать чашку с весов, потому что весы чувствительные, и если перемешивать прямо на весах, то весы могут сломаться. Теперь добавляем муку. Сюда понадобится 450 грамм пшеничной муки высшего сорта. Содержание белка в этой муке у меня 11,7%. И также понадобится цельнозерновая мука 50 грамм, и тоже содержание белка здесь чуть повыше 14%. Снова снимаем чашу с весов и перемешиваю все лопаткой либо вилкой. Перемешивается все быстро, достаточно легко. На этом этапе самое главное просто смешать, чтобы мука объединилась с жидкостями. Сильно вымешивать ничего не нужно. Занимает этот процесс минуты 2-3. На этом этапе очень важно обратить внимание на консистенцию теста. В зависимости от того, какую муку вы используете, возможно, понадобится добавить еще 1 столовую ложку с небольшой горкой муки. Вот смотрите на мое тесто, я его вымешиваю, и оно липковатое. Оно не готово. Вот такое оно липкое, сразу видно, что нужно еще чуть-чуть добавить муки. 1 столовая ложка с небольшой горкой. Продолжаю вмешивать муку до тех пор, пока мука не соединится со всем тестом. Тесто в процессе становится более гладким, формируется хороший гладкий шар, и оно перестает липнуть к рукам. Вот такое тесто должно получиться. Оно мягкое, округлое, хорошо держит свою форму и не расплывается в такую жидкую лепешечку. Накрываем тесто либо крышкой, либо пленкой и оставляем его отдохнуть в очень теплое место минут на 40. В это время я пока подкормлю свою закваску. В равных частях я добавляю белую пшеничную муку и очень теплую воду. Снова все перемешиваю, соединяю с остатками закваски. Зачищаю стенки от закваски. Вот такая консистенция у меня получается. Стеночки очищаю для того, чтобы видеть, насколько закваска поднимается. Опускаю резиночку, чтобы знать, где у меня закваска находится и как она поднимается или насколько она активна. Накрываю также баночку крышкой, не плотно не закручиваю и убираю банку в холодильник. В это время тесто у меня уже отдохнуло. Оно стало более такое податливое, более мягкое, практически не прилипает к рукам. И теперь нам нужно добавить соль и еще немножко воды. Соль берите лучше мелкую, потому что так она лучше расходится в тесте. Соли понадобится 11 грамм и 8 миллилитров воды. Воду измеряйте аккуратно, именно 8, потому что чуть больше и опять тесто становится жидким и плохо будет держать форму. Теперь вот такими движениями вмешиваем воду с солью в наше тесто до тех пор, пока вы не перестанете чувствовать соль, кристаллики соли, и до тех пор, пока тесто не объединится и снова не станет ровным и гладким. Занимает этот процесс минуты 3-4, не больше. Тесто оформилось, посмотрите, какое оно хорошее, оно держит форму. Вот такой колобок получается, не прилипает к рукам.
После вымешивания оставляем тесто на расстойку, очень теплое место, часа 2 это займет. Каждые полчаса в течение этих 2 часов тесто нужно будет достать и вот таким вот образом складывать. Тесто вытягиваем влажной рукой и складываем к центру. Вытягиваем и снова складываем. Здесь самое главное сильно не тянуть, чтобы не порвать тесто. Вот до тех пор, пока тесто тянется, растягиваем и складываем. Затем снова накрываем крышкой, убираем в теплое место и так 4 раза до тех пор, пока время не выйдет. Часа 2–2,5. Дальше нам понадобится вот такая чашка. Желательно брать чашку прозрачную, чтобы было видно процесс брожения и чтобы было понятно, насколько поднялось тесто. Смажу чашку небольшим количеством растительного масла со всех сторон, чтобы тесто потом легче было вынуть. И посмотрите на наше тесто. Прошло у меня 2,5 часа. Тесто очень хорошо поднялось, в нем огромное количество пузырей. Сейчас я стяну края немножко к центру, чтобы оно приняло форму округлую шара, чтобы легче было его вынуть. И переложу его в чашку на оставшуюся расстойку. С этого момента я стараюсь больше теста уже не мять, чтобы не испортить все пузыри, которые образовались внутри. Перекладываю тесто в чашку подготовленную, накрываю пленкой, чтобы видеть, насколько оно поднимается. И оставляем его в очень теплом месте на брожение до тех пор, пока полностью тесто не займет всю чашку до самого верха. Оно должно подняться в 2 раза, не меньше, может быть даже чуть больше, но точно не меньше. Посмотрите, у меня тесто уже поднялось. Я на расстойку ставлю, кстати, его в духовой шкаф с включенной лампочкой, чтобы было ему намного теплее, чем просто при комнатной температуре, и тогда оно хорошо и быстро поднимается. Припыляем обильно стол мукой и выкладываем тесто вот таким вот образом. Благодаря тому, что чашку мы смазали растительным маслом, тесто отделяется достаточно легко и практически само выскакивает на стол. Посмотрите, какое оно пышное, воздушное получается. На данном этапе очень важно его не мять и не сдувать все вот эти пузыри. Аккуратненько распределяем тесто, формируем из него такой прямоугольник. Подгибаем края так, чтобы они были внахлёст друг на друга, подтягивая тем самым поверхность. И затем сворачиваем получившуюся заготовку в такой рулетик, одновременно также натягивая поверхность. Затем нам нужно сформировать шар. Для этого такими движениями сначала как бы толкая шар от себя и потом подтягивая к себе, формируем округлую форму и натягиваем одновременно поверхность. Правильно сформированное тесто хорошо держит свою форму и не расплывается. Накрываем его пленкой и оставляем отдохнуть минут на 20–30. А пока тесто отдыхает, я подготовлю форму. У меня это специальная овальная форма для хлеба, и я ее сейчас обильно присыплю мукой. Можно использовать либо пшеничную муку, либо рисовую муку, очень обильно, так чтобы тесто потом не прилипло. Тесто у нас постояло и отдохнуло, посмотрите, как оно выглядит. Теперь его нужно перевернуть так, чтобы липкая сторона оказалась сверху, а та сторона, которая в муке, оказалась снова на муке. И делаем финальную формовку хлеба. Снова края подгибаем максимально друг к другу или даже с нахлестом друг на друга, как получится. Самое главное здесь не порвать хлеб и не испортить все пузыри, которые уже там образовались. Плотненько сворачиваем рулетик. Максимально плотно, настолько, насколько это возможно. Посмотрите, какой получается. Заготовка сейчас очень мягкая, вся покрыта пузырями. Перекладываем мы ее в формочку и защипываем края. Сначала с одной стороны защипаю немножко и с другой стороны, так, чтобы форма хлеба была потом красивая. Все, наша заготовка практически готова. Еще раз пройдусь по всем защипам. Присыпаю сверху хлеб мукой дополнительно и накрываю пищевой пленкой и отправлю в холодильник на ночь. Стоять у меня будет всю ночь. Сейчас уже вечер. Ставлю я его на полку и оставляю на ночь в холодильнике. Выпекать хлеб я буду вот в такой кастрюле. Это чугунная кастрюля с толстым дном, толстыми стенками. Она нужна для создания пара. Хлеб помещу прямо туда, а сейчас я поставлю ее в духовку на 250 градусов по Цельсию и начну нагревать вместе с духовкой. Кастрюля должна быть горячей. Пока кастрюля и духовка у меня нагреваются, я вытащила свою заготовку. Посмотрите, как хорошо поднялся хлеб. При хорошей закваске, активной закваске, хлеб даже в холодильнике увеличивается в объеме. Смажу еще раз донышко немного мукой и выкладываю хлеб на пергаментную бумагу. Аккуратно вынимайте хлеб, посмотрите, чтобы не прилипла вот эта ткань к хлебу, чтобы хлеб не порвался. Обычно он вытаскивается очень хорошо, у меня проблем никогда не было. Сверху всю муку, которая есть, вот таким образом немножко распределяем по хлебу.
Хлеб хорошо держит форму, посмотрите, какой он высокий уже даже сейчас. По желанию на хлебе можно сделать любые рисунки, как хотите, а также нужно будет сделать основной надрез по хлебу, чтобы хлебу было куда подняться. Все надрезы на хлебе всегда нужно делать тогда, когда духовка уже нагрелась и кастрюля уже горячая стоит и готова для того, чтобы положить хлеб внутрь. Если надрезы сделать слишком рано, они начнут раскрываться, расширяться, и хлеб потеряет форму. Также все надрезы делаются только на холодном хлебе. Если надрезы сделать на теплом хлебе, то хлеб также потеряет форму, он не раскроется так, как он должен раскрыться. Поэтому хлеб у меня холодный, но кастрюля и духовка уже нагреты и очень горячие. Делаем основной надрез, делаем его немного под углом от одного края хлеба и тянем до самого конца, до другого края хлеба. Как вы видите, все надрезы на хлебе я делаю бритвочкой. Я пробовала делать ножом не очень хорошо получается. Даже самый острый нож, он тянет за собой хлеб, и рисунок получается кривой, и надрез получается тоже недостаточно глубокий, слишком толстый и тоже немного кривой. Получается не очень хороший результат, поэтому вот бритвочка делает свое дело очень хорошо. Перекладываем хлеб в горячую кастрюлю, и сверху я его опрыскиваю водой. Если у вас нет брызгалки, можно просто немножко налить воды на дно кастрюли под бумагу рядом с хлебом. Выпекаем хлеб в закрытой кастрюле при температуре 250 градусов по Цельсию 25 минут. После того, как 25 минут прошло, снимаем крышку с кастрюли. Температуру нужно будет понизить на 220 градусов по Цельсию и допечь хлеб еще 15 минут. Общее время в духовке всего около 40 минут, можно подержать чуть-чуть подольше, если вам нравится более темный и более золотистый цвет. Но в принципе этого времени достаточно, чтобы тесто внутри пропеклось, хлеб пропекся и сверху образовалась красивая румяная корочка. У меня хлеб уже испек, сейчас я попробую его достать, он все еще горячий. Вот такой красивый он получился, он очень хорошо поднялся. Хорошее красивое дно, хрустящая золотистая корочка. Характерный гребень образовался, посмотрите, и очень хорошее раскрытие получилось. Сейчас я разрежу хлеб пополам и посмотрим, что у нас получилось внутри. Хлеб внутри получился очень мягкий. Давайте посмотрим. Вот какой красавец получился. Посмотрите, как поры равномерно распределены по хлебу. Нет никаких больших пространств, пустот. Хлеб очень мягкий внутри, при этом у него хорошая хрустящая корочка снаружи. Такой красавец получился. Если вам понравился этот рецепт, напишите мне в комментариях, и до встречи в новых видео.